Ну что, малой, говорят, ты там на гитаре брынчаешь. И как твой вокально-инструментальный ансамбль называется? А гитара, кстати, у тебя соло или ритм? Ну, давай, запускай. Мотор. Всем привет, меня Влад зовут. И мой вокально-инструментальный ансамбль называется Ладкор. Ровно так же, как и наш сайт Ладкор Guitars. Вам, наверное, часто задавали вот в такой обстановке, особенно по пьяни, кто-то из родственников каких-нибудь прохожих: а что у тебя там за гитара-то? А ну расскажи. Соло или ритм? А еще очень много, конечно, из опытных музыкантов это расценивают как в шутку. Ну, типа, а соло или ритм у тебя гитара? В каждой шутке есть доля шутки, вот так вот я бы сказал. Поэтому действительно есть гитары, которые, наверное, больше подходят под ритм, когда ты ритмач-гитарист. И есть гитары, которые больше под соло. То есть какие-то гитары более рифовые, а вторые более соло. Но это я вам, конечно, хочу тоже сказать, что это вкусовщина, потому что одному человеку, гитаристу, нравится одно, другому другое, но поэтому я буду вещать сейчас и сравнивать гитары по своему вкусу. А вы можете в комментариях указывать, как вы считаете, какие гитары более ритм, соло, что влияет, какое дерево, может быть, какое влияет на звук и так далее. Я попытаюсь со своей стороны рассказать, как я это вижу и со своего опыта, и как музыканта, и как человека, который гитары продает больше 10 лет. А вы сделайте для себя выводы, пробуйте, экспериментируйте. Хочу вам представить две наши сегодняшние красавицы. Это два американских PRS. Первый CE24. Дека гитар из махагони, кленовый топ, кленовый гриф и палисандровая накладка. Два хамбакера. Ценовой диапазон плюс-минус $2500. Эту гитару сегодня мы, грубо говоря, будем называть ритм-гитара. А это вторая наша гитара. Это Single Cut 594 из серии S2. Это также американская гитара. Плюс-минус того же диапазона цены. Дека также из махагони, также кленовый топ. Гриф на этой из махагонии, он вклеенный, там болченый был. И палисандровая накладка. Также два хамбакера. И очень важное отличие: дека этой гитары примерно на 1/3 толще, чем на CE24. Эту гитару мы сегодня будем с вами называть соло-гитара.
В общем, как вы видите, вот эта гитара, она более резкая, более читабельная на рифах. А вот эта на рифе, она немножко более низкочастотная, менее читабельная. Ну, она читабельна, конечно, но у нее немножко другие частоты. Когда вы играете ритм, очень важно вот эту вот высокочастотность передать, чтобы ваш инструмент, если там ритм-гитарист, напиливаете рифачок какой-нибудь, очень важно, чтобы он читался в миксе. На этой гитаре лучше соло, потому что на верхних нотах, вот здесь вот, очень хорошо передается низ, в то время как на этой гитаре его будет меньше. На самом деле это, как вы видите, обе гитары, они обе с хамбакерами. Да, тут немного, конечно, дерево отличается, но тут вопрос не в этом. Во-первых, меньше дерева, вот как здесь, то есть тоньше, меньше дерева на гитаре, она более будет высокочастотная. Больше дерева, толще гитара, больше низа будет. Я, например, люблю палисандровую накладку на гитаре. Она дает чуть-чуть больше низа, очень классную такую бархатность в звуке, которая не нужна особенно, когда ты играешь шерифы. При рифовой игре наоборот, вот здесь отличие, здесь вот клен и палисандр, он такой более читабельный. Еще как вариант для рифов классно эбони накладка подходит. Здесь на грифе у нас махагони палисандр. Махагони он в принципе такой низастый и серединистый, поэтому соло здесь будет, ну, грубо говоря, если сказать, здесь будет писклявое соло на бридже, если вы играете. Мы сейчас не говорим про нековый звукосниматель, потому что на нековом звукоснимателе оба там соло будут хорошо звучать. Я говорю про бридж, иногда хочется бриджевое соло сыграть. А здесь... я забыл, о чем я говорил. Если вот подытожить и сказать, что какая ритм или соло у тебя гитара, каждый, во-первых, должен выбрать под свой вкус. У вас есть, например, гитарист Стив Vai, вот, да, он играет там на ибанезах в основном. Это вообще тонкие гитары, у них тонкие грифы, очень для скоростных пассажей, и тем не менее там наруливается такой, ну, как бы глубокий звук, но это уже делают в основном звукорежиссеры. Сам Ибанез, он не особо там глубокий, это гитара для быстрых пассажей в основном. И если вам нравится его стилистика, конечно, он может там и рифами играть, и соло. И никакая толщина там не играет роль. Я говорю про свои вкусы. Мне нравятся такие гитаристы, как Slash, мне нравится Джо Перри. И можете посмотреть, в общем-то, какие они гитары. Они используют в основном Les Paul'ы и тому подобные гитары с одним вырезом, сингл-каты. Гибсон, конечно, это классика, а PRS это модерновая тема, они мне больше нравятся, намного интереснее звучат, но это опять-таки только мое мнение. Какая гитара больше вам нравится, вам решать, давайте обсудим это в комментариях. Я надеюсь, эта информация вам стала полезной, и вы сделали для себя какие-то выводы. И я, конечно, не блогер, но попрошу вас подписываться на канал, пожалуйста, ставить лайки. Всем пока!